Лошадь везет воз весом 8000 ньютонов вверх по уклону, подъем которого составляет 1 метр на каждые 16 метров пути. Определите силу тяги, пренебрегая трением колес о почву. Итак, задача известна о том, что лошадь везет вес P равно 8000 ньютонов. По уклону длина которого каждые 16 метров поднимается на высоту h равно 1 метр. Нужно определить силу тяги, пренебрегая трением о почву. Трение мы здесь не будем использовать. F тяги. Треугольник этого подъема ABC, длина AB, это на 16 метров. Высота подъема BC равна 1 метр. Практически с этого треугольника желательно определить его. Еще этот катет, обозначим угол альфа. Так АС равно АБ квадрат минус БС квадрат. Сюда АС равно корень квадратный из АБ квадрат минус БС квадрат. Итого равно корень квадратный из 16 в квадрате 256 минус единичка. Это все в метрах. Метры квадратные выносятся за скобки. Получаем корень квадратный из 255 равно 15,968 метров. Вот у нас находится этот воз, который везет лошадь. Вот его вес P. Естественно, P раскладывается здесь на две составляющие. Одна составляющая, которая давит на плоскость, вот на вот эту гору, она будет перпендикулярна вот этому АБ линии. Здесь у нас будет угол 90 градусов. Вторая составляющая, поскольку сила раскладывается, будет направлена сюда. Это будет F скачивание. Это будет составляющая, которая давит на плоскость, но она будет компенсирована реакцией почвы. Воз не будет падать вниз, потому что он компенсирован. Вот эта составляющая компенсирована реакцией вот этого подъема. Здесь, как видно, один треугольник и второй треугольник, два подобных треугольника. Потому что стороны взаимно перпендикулярны, этот угол альфа из геометрии равен вот этому углу. Стороны соответствующим образом пропорциональны. Раз нам известно вес P, мы можем определить значение скачивающей силы из, естественно, силы, которая давит вот этой нормальной составляющей. F будет равен P умножить на синус вот этого угла. А синус угла это что? Это отношение противоположного катета к гипотенузе. F равно у нас можем написать P умножить на синус альфа. Синус альфа можно, конечно, его вычислить из вот этих данных. Мы пока не будем вычислять, просто запишем его как соотношение. Будет равно P умножится на 1 метр, что делится на 16 метров. Соотношение 1,16. P на 1,16. Это сила, которая скачивает. Можно отсюда сразу эту силу посчитать. Трения здесь нет. Сила, которая скачивает воз вниз, будет компенсирована силой тяги лошади. Лошадь направлена, конечно, F тяги направлена вот сюда. Итак, можно сказать, что F тяги равно F. F тяги лошади равно F равно P на 1,16. Подставим значение, посмотрим, чему будет равна F тяги в данном случае. Если нет, здесь трение. Итак, P это 8000 ньютонов. Поделим на 16, будет 500 ньютонов. Мы видим о том, что в данном случае вес раскладывается на две составляющие по векторам. Один вектор направлен перпендикулярно линии подъема, а второй вектор параллельно. Два вот этих вектора будут представлять сумму этого вектора. Поскольку этот вектор компенсируется реакцией подъема, он сюда не движется, а вот эта составляющая будет, конечно, двигать воз вниз. И она компенсируется силой тяги, которая лошадь тянет вверх. Поэтому из этих треугольников мы просто определяем соотношение, потому что эти два треугольника, этот большой треугольник и сам треугольник маленький, они подобны. Поэтому отсюда получили такие значения. Еще раз хочу подчеркнуть о том, что иногда в задачах вес определяет как непосредственно давление. Вот вместо классического определения, что вес направлен перпендикулярно линии горизонта, берут именно вот эту составляющую как вес. Поэтому можно подобные задачи, если не определено, каким образом, что подумано в задаче, то ли это вес считает, то ли этот вес считает. Разница, конечно, будет. Давайте посмотрим, если в задаче не определено, и вы не знаете, какой из них этот вес нужно брать. Если в данном случае вес будет взят вот этот n как вес, тогда можно использовать эти же самые треугольники. N так относится к F, как вот эта сторона относится к этой стороне. Перезапишем это. N так относится к F, как сторона AC относится к BC. Отсюда F можно определить. N умножить на BC и разделить на AC. Итого, если N у нас взяли за вес, вместо того, чтобы использовать его перпендикулярно, мы взяли перпендикулярно этому основанию. То есть запишем 8000 ньютонов, умножить на BC на 1 метр. И здесь делить на AC. AC мы раньше посчитали 15,968, если округлить. Это будет приблизительно метров. 597 ньютонов
можно посчитать, что это будет приблизительно 501 ньютон. Поэтому классически, конечно, всегда вес берется перпендикулярно линии горизонта, но иногда в задачах берется по умолчанию, что он должен быть из-за того, что может небольшой уклон или еще что-то другое. Во всяком случае, можно подобную задачу показать, что это не определено, поэтому в данном случае и один вариант есть у вас, и второй вариант есть. В тяге может существовать, так сказать, двух вариантов. Первый вариант – это 500 ньютонов, второй вариант – 501 ньютон, если взято другое значение. Хотя стандартно, конечно, вес направлен всегда перпендикулярно линии горизонта. Но иногда бывает, вот это все идет по умолчанию.